тому моменту, когда вы смотрите этот ролик, биткоин уже стоит более 100 тысяч долларов. Может, чуть больше или чуть меньше. Вы хотите вложиться в криптовалюты, очень хотите, но слишком заняты. Может, вам больше 40 лет, вы работаете, у вас есть обязательства, у вас не так много времени. Вы просто хотите создать и настроить криптопортфолио, а затем забыть про него. Может, оно вырастет в 3, 5 или даже 10 раз, но вы просто хотите оставить его расти, а потом забирать прибыль, когда это будет выгодно. И это нормально. Слушайте, вам не нужно все время торговать. Вам не нужно быть трейдером, чтобы зарабатывать деньги. Можете рассматривать это как инвестиции. В этом видео я расскажу вам о 5 монетах, может еще о паре бонусных в конце, о 5 криптовалютах, которые вы можете купить, хранить и настроить. А потом можете забыть о них. Цены могут падать, но не стоит сильно переживать. Цены вновь вырастут, если только это не конец бычьего рынка, рынок, в ходе которого растут цены. Но даже тогда этот портфель будет, так сказать, защищен. Вот что мы сегодня сделаем. Так что идите и возьмите свой любимый напиток, чай, кофе и так далее, возвращайтесь, садитесь, расслабляйтесь и доставайте блокноты. Начинаем. Привет, ребята, это Брифи Дэнс. Помните, Пол не финансовый консультант, но он хорош собой. Еще это не финансовый совет. Пожалуйста, подпишитесь на канал Пола и ознакомьтесь с моим каналом Брифи Дэнс. Редакция Crypto.ru перевела для вас ролик с канала The Crypto Factor, в котором автор раскрывает 5 криптовалют для покупки и хранения, если вы работаете и вы старше 40 лет. Подпишитесь на канал, у нас много экспертного контента. Привет, с возвращением! Меня зовут Пол. Если вы здесь впервые, то этот канал посвящен криптовалютам и криптопредпринимательству. Сегодня я дам вам 5, 6, может 7 криптовалют, которые вы можете оставить у себя. Они вырастут в 3, 5, 10, сколько угодно раз. В целом, этот портфель подходит тем, кто работает, не может постоянно следить за ценами и торговать. Вы просто хотите вложиться в монеты и забыть про них, как про акции. Начнем с биткоина. Сейчас биткоин уже стоит 100 тысяч долларов. Но зачем вам его держать? Ну, вы хотите держать биткоин по нескольким причинам. Во-первых, это твердая валюта. Это защита от экономических рисков. Конечно, это высокорисковое вложение. Но в то же время вы защищаете свои деньги, если это имеет смысл. Она может хеджировать доллар. Хеджировать доллар – это метод управления валютным риском, возникающим при операциях в иностранной валюте. У биткоина есть большой потенциал к росту, особенно при администрации Трампа и если учитывать все позитивные новости, связанные с BTC. Но большинство людей упускают одну вещь. Биткоин можно использовать для хеджирования вашего портфеля. Допустим, вы хотите вложить 10 тысяч долларов в крипту. Можете вложить 5 тысяч в биткоин, а остальные 5 тысяч в альткоины, о которых мы поговорим чуть позже. Таким образом, если вы ошибетесь, если альткоины упадут и не оправдают ваших ожиданий, может вообще дойдут до нуля, то биткоин хотя бы частично компенсирует потери. Он может даже вырасти в 2 раза и полностью покрыть потери. Если вы пропустите забег, то вам достаточно дождаться начала следующего бычьего рынка, и биткоин вернется. Биткоин своего рода ваша страховка, если это имеет смысл. Если бы вы смотрели мои видео в течение последнего года или 2, то знали бы, что эти действия не только защитили бы ваши деньги, но и помогли бы увеличить капитал в 3, 4 или 5 раз, даже если все рухнет. Как бы то ни было, ваши альткоины здесь. Есть шанс, что они не упадут до нуля. А если упадут, то до 2 или 3 тысяч. Вы можете добавить это к биткоину и останетесь практически без убытков. Конечно, они могут вырасти до 8 или 18 тысяч плюс биткоин. По сути, вы используете биткоин как страховку, как долгосрочную инвестицию. Возможно, вы даже захотите перевести прибыль от альткоина в биткоин, если в этом есть смысл, окей? Подробнее об этом позже. Идем дальше. Итак, начнем на чистом листе. Как мы уже говорили, у нас есть биткоин. Далее у нас есть Solana. Кстати, я верю, что BTC вырастет до 120-140 тысяч на этом бычьем рынке. И если это произойдет, то мы сможем увидеть и биткоин за 200 тысяч долларов. Мы сможем провести переоценку на этом уровне. Я бы фиксировал прибыль на отметке 180 тысяч или около нее, если мы действительно преодолеем этот уровень. Но далее у нас Solana. Почему именно Solana? Подтвердилось, что Solana растет. Мы предсказали ее рост на отметке $2.
Я умолял людей покупать Solana на последнем бычьем рынке. На этом бычьем рынке я убеждал людей покупать на падение при цене от 8,5 до 10 долларов. Я убеждал людей покупать Solana на протяжении всего этого времени. Несмотря на то, что было много сбоев и проблем, мы видели огромный спрос. И это были не только люди. Это были организации, вовлеченные люди. И мы увидим еще много такого. Мы увидим много движения в Solana. Сейчас Solana сколько стоит? 235 долларов? Да, но я полагаю, что она вырастет до 600, 700, а может даже до 900 долларов, как только произойдет прорыв. А он обязательно произойдет. Может он случиться к тому моменту, как вы смотрите ролик. Я вижу так, что Solana будет стоить от 600 до 700 долларов, может даже 900. Она может подняться до 1000 или даже выше, но мы оценим ситуацию, когда подберемся ближе к этим уровням. Будем честны, если вы вложили 10-20 тысяч долларов и заработали 30-50 тысяч долларов, то вы хотите зафиксировать прибыль, а также сохранить первоначальные инвестиции. Потом вы, возможно, оставите часть средств для будущего роста. Зависит от того, на каком этапе бычий рынок. Далее у нас Sui. Мы хотим держать у себя Sui как конкурента Solana. Sui действительно может занять свою нишу на рынке. Есть все признаки того, что она повторит успех Solana. Вы можете рано инвестировать в Sui. Мы предсказывали этот рост раньше, уже получили огромную прибыль. Возможно, это следующая Solana. Риск ли это? Да. Но вы хотите иметь рискованные монеты в портфолио. И я думаю, что у Sui все будет очень хорошо. Так что это тоже долгосрочная инвестиция. Стоит держать ее в своем портфолио и следить за ней. Поэтому вам стоит включить Sui в свой портфель. Также вам нужно несколько нарративных монет. Каковы ведущие нарративы на этом рынке? ИИ и игры. Две монеты, которые связаны с обоими нарративами. Это ASI, она же Fetch, и G-Swift. Почему я выбираю именно эти монеты? Очень просто. Fetch создает альянс ASI. Они объединились с Ocean Protocol и Ajax. Это дает им силы и возможность конкурировать на рынке TradeFi, Web2 и AI, так сказать. А G-Swift — это монета с низкой рыночной капитализацией. Она рискованная, но сотрудничает с ASI, сотрудничает с Fetch. Так что, если игровые монеты вырастут, G-Swift тоже взлетит. Но при этом может выиграть и благодаря ИИ, и сотрудничеству с Fetch, и наоборот. Скажем так, ASI — это ваша голубая фишка. G-Swift — высокорисковая монета, но их сочетание идеально дополнит ваше криптопортфолио. Теперь я добавлю пару бонусных монет. Вы захотите добавить их в зависимости от того, сколько инвестируете. Ethereum. Это, конечно же, вторая монета по рыночной капитализации. У них много планов, и это удивит людей. Так что вы хотите инвестировать в Ethereum. На мой взгляд, другие компании тоже будут вкладываться в Ethereum, как и в Solana и так далее. Вы также хотите добавить несколько игровых монет. Я упомяну IMX. Это голубая фишка. Вы можете просто хранить ее и забыть. У вас уже есть высокорисковая G-Swift. Если вы хотите добавить другие монеты, такие как GFAL, Miria или Pixels, то пожалуйста. Но опять же, я пытаюсь создать максимально простой портфель. А если вы хотите добавить несколько монет с ИИ, то я рекомендую Render. Кстати, это еще и Deepin. Эти сети предполагают децентрализацию управления через использование блокчейна в сочетании с интернетом вещей. IoT. Но Render подходит как для игр, так и для ИИ. Он позволяет использовать дополнительную вычислительную мощность для создания децентрализованных игр и ИИ. И, наконец, вы хотите добавить одну мемную монету. Это долгосрочный портфель. Вы не будете пристально следить за ним. И я советую Dodge по разным причинам, о которых я говорил в других роликах. Можете посмотреть их. И это все. Вы просто держите у себя это портфолио. Настроили и забыли. Забирайте прибыль, когда это целесообразно. Ну и все. Теперь, если вы хотите узнать, как создать идеальный криптопортфель, какие еще монеты можно добавить и так далее, то посмотрите это видео. Особенно, если вам больше 40 лет.
Вы точно хотите посмотреть этот ролик. Если вы хотите больше узнать о том, как создать криптопортфель, и желаете посмотреть ролики про каждый нарратив и то, как создать идеальный портфель к 2025 году, то рекомендую вам вот этот ролик. Подписывайтесь, увидимся в следующем видео. Переведено и озвучено редакцией сайта Crypto.ru.